Всем здорово, народ. Сегодня играем котейки за Анхоли. ДКшника получилось сыграть такие сочные, классные. Все вам показываю соответственно. Но шмот ниже среднего, играем соло Q-арену. То есть рандомные тиммейты, рандомные противники, все как мы любим. Кстати, у меня очень неплохой союзный сетап получился по классам. Чуть позже поговорю про чему. И, соответственно, как начало боя развивалось. Я взорвал пэта просто потому, что был момент, опять же, такой подходящий. Я зацепил и паладина, и приста. И вот здесь вот смотри, какая недоигровочка была от моего тиммейта на паладине. Я призвал гаргу, нажал немоту в приста, а он в это время просто убежал. Мой тиммейт на паладине должен был тупо его замедлить. Либо печать кинуть на замедление, либо щит в него кинуть, но щит он вроде уже потратил. В общем, если бы он замедлил приста, я просто не мог это сделать физически из-за глобального кулдауна. Я не могу замедлять, накидывать немоту, еще и гаргу призывать. Ну, просто вот невозможно это сделать одновременно. И если бы он приста не отпустил, скорее всего, он бы уже погиб. Либо бы нажал зубы раньше. В любом случае, не факт, что мы бы его пробили. Но, опять же, у меня после удушения был волшебный поток бладельфовский. Продлевая немоту, мы, скорее всего, могли его заберстить. Я вот ставлю на это 70%, что мы бы его убили, если бы мой тиммейт его просто подзамедлил. И не дал бы ему убежать от моей гаргульи. Но, anyway, ладно, нормально. Сейф выбили. Хорошо, играем дальше. Мне супер приятно то, что сейчас противники на меня пересели, потому что у меня есть все мои сейвы, я могу и пэта съесть, и еще у меня вот этот костяной щит есть, тоже присутствует, можно будет в моменте выдать, и, скорее всего, меня они не убьют уже здесь никак, потому что, ну, опять же, сейвы имеются. Если еще на стойку льда переключимся, и все будет чики-пики. Почему сетап приятный для нас? Потому что, смотри, мои дотки здесь можно навешивать на противников бесконечно и по кулдауну. Это не тиммейты в виде Лока или какого-нибудь охотника, когда наши дотки тупо мешают контролить союзным игрокам. То есть Лок не может нормально заферять, там охотник не может трапу свою раскинуть. Ну, вы понимаете. А здесь какой контроль? Стан от паладина дотки не мешают. Или вот этот смерч от друида, от моего от рестора, тоже дотки абсолютно никак не мешают. Поэтому с этой точки зрения очень хороший и приятный сетап. Здесь гриппаю к себе поближе приста, подальше от коробок, чтобы ему было сложнее мансить, и начинаю, опять же, его... Продолжаю его туннелить. Но на него накидывается фридом от его союзного паладина. На самом-то деле Ретрик молодец вражеский. Отслеживает все, что происходит. Это, кстати, не Ретрик, это прек. Не прот, не Ретрик, а прек Паладиныч. Самая сильная версия паладина на 3.3.5. Как мы это уже выяснили. И немножечко бой подуспокоился, потому что сейчас нужно ждать своих бурстов. То есть, скорее всего, за следующую гаргулью у меня получится их пробить, если меня сейчас не убьют. Поэтому я нажимаю незыбку, у меня откадешивается зеленка, все нормально, выживаем с той ста. Вот про что я говорю. Они как бы в меня упоролись, но в любом случае у меня свои сейвы еще присутствовали. Если что, на крайняк я был готов съесть пэт и подхилить себе хп. Да. Вот из-за того, что вот так вот свичивают таргеты противники, они сначала пробили потом паладина моего, потом меня решили пробить. Мы, в принципе, свои сейвы отдаем, и вот так вот по кулдауну выживаем. Нормально. И вот 30 секунд. 30 секунд до гаргульи осталось дотерпеть. В идеале, опять же, под ее откат вытянуть приста куда-нибудь ближе к центру, если он подставится, если он потеряет позиционку. И там уже призвать гаргулью. Это был бы идеальный расклад. Здесь пэта пока не решаю взрывать, пока решил его сохранить, опять же. Потому что, ну вот смысл сейчас от взрыва питомца. Ну, пробью их немножечко, они также зарегенятся. Лучше, опять же, под гаргу, под все вот это вот вместе, именно пэта и взорвать. Все, гаргулья откадешивается, сейчас можно будет ее в моменте где-нибудь призывать. Призывается гарга, кидаю еще лужу под ноги. На самом деле не обязательное действие, но, опять же, тоже не мешает контролить никак. Гриппу к себе паладина, приста вражеского поближе, чтобы он от гаргули не убегал. Гаргулья моя вроде бы как не контролится, вроде бы стреляет пока что. Но ее просто убили, ее просто заберстили берду. Бедную птичку мою снесли. И вот сейчас, если мы не пробьем вражеского ДЦшника, у нас начнутся проблемы. Но видишь, они сильно так, опять же, присели на мое лицо. Я вынужден был нажать стойку льда, чтобы немножечко подвыйти. В общем, душные противнички. Не получается у нас вражеского ДЦшника все-таки заберстить. Все-таки не получается. Не хватает дэмэджа у моего тиммейта. У меня тоже дэмэджа не хватает, чтобы вдвоем так вот, знаешь, насесть и пробить его. Вот не получается, не хватает. Чут-чут. Поэтому вижу, что друид начал, опять же, контролить ДСшника, он его циклонил. В это время мы решили немножко пробить вражеского анхолика, опять же, чтобы он немножечко хотя бы занервничал. И также потратил свои кнопки, перешел бы в стойку. И вот сейчас, кстати, хороший момент, можно добивать вражеского приста, если мне поможет мой союзник. Скоро будет волшебный поток, нажимаю волшебный поток, дополнительная немота. Нажимаю незыпку, чтобы меня не подстанили. Кикается кастик, 7 хп. 0% хп, умирает вражеский ДЦ-прист. Сейчас начинается самое интересное. Все, я думаю, мы приста убили. По сути, можно расслабиться. Я уже так, знаешь, на чили вот так вот сел, такой, все, победное. Все, мы победили. Но у меня умирает, соответственно, мой паладиныч. Умирает мой паладиныч, и мы остаемся в 2 в 2.
на самом-то деле ретрику здесь, учитывая то, что у меня гир ниже среднего, вполне себе реально прохиливать и себя, и еще его тиммейта Анхолика. Поэтому моя задача сейчас, вот на данный этап, да, арены, опять же, пока крылья вот у паладина действуют, не дать им моего тиммейта убить. Поэтому я все отдаю именно на замедление, вот подстане у паладина, пытаюсь, опять же, раскидывать лужи им под ноги за счет удара чумы, накидывать оковы. Я понимаю, что это все диспейлится, anyway, там тудым-сюдым, но, опять же, надо вот именно выигрывать время. Все, нормально, мой друидыч выживает, крылья у паладина закончились, можно переходить в стойку Анхолика, потому что они меня тоже не бьют, и спокойно сейчас с ними, соответственно, отыгрывать, дамажить. В идеале бить, конечно, один таргет, очевидно, но у меня дэмэджа просто тупо не хватает. Смотри, я не пробиваю особо паладина, я особо не пробиваю вражеского ДКшника. Потому что, ну, опять же, ДК может хилиться за счет удара смерти постоянно. Плюс его может подхиливать паладин парочкой, там, своих вспышками, ну, вспышками может подхиливать. Тудым-сюдым. Учитывая, что это прек паладин, вот, точно. Он же еще может моментально их кастить также. И, соответственно, у меня возникают проблемки. Потому что паладина я пробить не могу, ввиду того, что это а-ля такой танковский спек, который носит щит, у него много защитных вот этих вот пассивок. Я тупо его не пробиваю милишками. ДК я а-ля могу пробить, но он будет вампириться, плюс его будет подхиливать союзный ретрик, и тоже возникают проблемы. Вот так вот. Поэтому только под гаргу как будто бы здесь отыгрывать. Под гаргу и в идеале под немоту, чтобы паладин ее не заферял также. Но немоты у меня сейчас нет. Будет только волшебный поток, который я и нажимаю. Но это такое, знаешь, временное решение. И вот под гаргу, да, под гаргу действительно у паладина такие солидные кусочки отрываются с лица. Но и не видишь, он просто убегает, и уже гаргуля, по сути, все, стрелять не может. Гриппа у меня нету. Замедления у меня типа закончились. И anyway, он может их подиспелить, в случае чего. Накидываю сейчас немоту, немножко не успел, нажал фридом и опять же просто убежал. Поэтому у меня не было, чтобы переагрить гаргулю, допустим, на вражеского ДК. Ну и как будто бы, а-ля вот дэмэдж я выдал, а толку у паладина маны до хрена, и он будет ее сейчас, соответственно, эффективно использовать. Грипнул его к себе поближе, чтобы сбить ему каст, подстанил паладина, чтобы он опять же не кастовал, и пытался в это время как-то пробить Анхолика, но, видишь, особо не получилось. Даже под взрыв питомца Анхолика пробить не вышло. И будем играть дальше. А я-то думал, что все, можно уже на лаврах почивать, а не тут-то было. Кикаю каст гаргулю, чтобы опять же подсаппортить своему друидычу. И пытаюсь замедлять вражеских игроков. Не так-то просто. Не так-то просто. Полезный совет. Stay on one target. Перевожу для тех, кто вдруг не понял. Типа мне мой союзный паладин мертвый говорит бить и туннелить один таргет, а не пытаться типа пробить обоих. Но опять же, я уже пояснил, почему даже это невозможно. И, соответственно, какой win-condition? Сейчас мне просто придержать на месте вот этих вот двух оболтусов, пока мой друид убегает. А мой друид это видит, соответственно, и решает резнуть моего тиммейта. Резнуть моего паладина. Я здесь никак не умираю, потому что, смотри, у меня зеленка есть, у меня стойка льда в случае чего будет. Я просто их придержал на месте, они на меня заагрились, решили меня побить, а мой паладин союзный уже резнут. Я пишу им скобочку в чат, они пока что еще не замечают, что у нас стало больше. Но нет, все, ДК заметил, ливнул, а вражеский пал решил остаться и доиграть до конца, до конечной, до победной. Все, вот прибегает подмога, тяжелая артиллерия. Гэндальф с рассветом пришел. Народ, самую сочную котейку я разобрал у себя на бусте. В любом случае, у меня там присутствуют гайды на различные классы и спеки, есть полноценный гайд по настройкам интерфейса и аддонов под PvP. Поэтому, если планируете поддержать канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то приглашаю на свой бусти. Ну все, погнали смотреть основной видос. Вот такая вот забавная развязка была у предыдущей катки. Но я вам говорю, я дважды лично присутствовал, учитывая прошлый случай. Рез тиммейта я видел своими глазами. И один раз видел я там на видосе или на стриме, типа, все. За всю историю я трижды видел, чтобы кого-то на арене резнули. Но это, опять же, конечно, недоигровка противников, то, что они не побежали. Ну ладно, мы уже в другой катке. Против нас Фаермаг, Элем Шаман и ДЦ Прист. Вот такая вот суета. Гриппаю к себе поближе Приста, призываю Гаргу и буду с моим воином здесь отыгрывать именно по Элем Шаману. Выдал немоту в Приста, но, опять же, она была из-за деминишинга не такая длинная. Лучше бы я накинул немоту куда-нибудь, не знаю, либо в Элема, либо в Фаермага, опять же, чтобы подсейвить себе друида. Но он как-то слишком в опенфилде стоит, смотри. Он на друиде вот очень плохо по позиционке сейчас отыгрывал. Он практически сдох, и это была бы фул его вина. Но, кстати, хороший циклон от него залетает, можно сказать, реабилитировался, возможно. Вот сейчас циклон тоже отличный. Еще один циклон. Я не тринкую, потому что понимаю, что у меня воин все равно добивает противника, решил на всякий случай оставить. Короче, он плохо сыграл тем, что вышел в центр, из-за этого его практически стерли.
2 вражеских кассера, но потом он реабилитировался циклонами, и мы под его циклоны просто уже допилили Элема. Вот такая котеечка номер 2. Летим дальше. Еще одна котеечка против меня. Рестор, Друид, Элем, Шаман и Дестра, Варлок. У меня же в теме Армс Воин и Прист, скорее всего, ДЦшник. Значит, мой Варч решил играть по Рестор Друиду. Я это вижу, гриппаю к себе еще раз, понимаю, что у Вара есть второй рывок, который он, кстати, прямо сейчас нажимает, и мы туннелем вражеского Рестора. На самом деле, я не очень люблю играть именно по Ресторам, но вижу, что Вар хочет, поэтому ладно, окей. Призываю Гаргу, стан пэтом, удушение, взрыв пэта, и в идеале сейчас его уже до талого добивать, потому что, да, Вар нажал Бэйшторм, удушение, я еще волшебный поток выдаю, все. Конечное, 100%. Здесь без шансов. Особо тиммейты ничего сделать даже и не могли. Я был в зеленке, меня не законтролить, а Вар нажал Блейдшторм, вот уже не подстанет. Все, вражеский Рестор просто умер под контроль. Найс. Летим еще одну котеечку смотреть. У меня Холли Паладин и Фрост Маг в теме. Против меня Фрост ДК. Кстати, я это не сразу заметил. Я заметил это, когда он нажал вот эту вот незыблемую стужу. Как там она? Смертельная стужа. В общем, заморозку вот эту массовую, тотальную. Супер приятный спел, мне он очень сильно нравится. Ну и, соответственно, когда ты видишь против себя вот этого мужчину, ты понимаешь, что этот чел уважает стиль, потому что Фрост ДК — это стиль невероятный. Поставил себе купол, чтобы немножечко дэмэджа магического от Варлока занивелировать. И, соответственно, решил немного упороться во вражеского пэта, чтобы его убить разочек. И если он призовет его еще раз, он это сделает, соответственно, убить его еще единожды можно. И тогда уже точно для Варлока катка будет закончена, потому что, скорее всего, призывать 3-й раз пэта ему никто не даст. Стоим в эфире. Гаргуля стреляет, вражеский паладин я почему-то не контролит, не знаю почему. Выдал ему не по фокусу, соответственно, чтобы он вдруг не вспомнил, что он может законтролить вражескую гаргу. И пытаюсь, опять же, пробить вражеского Варлока. В идеале не самый лучший таргет, но, допустим, потому что он был рядом со мной, был близко. И смотри, что получилось. Смотри, что получилось. Улетает с моста вражеский Холли Паладин, а вражеский Варлок за ним не бежит. Он не прыгает вниз, он начинает убегать куда-то дальше. То есть он, видимо, потерялся или что, не видит, что у него тиммейт вообще снизу стоит. У Палыча тоже проблема, потому что у него как бы ХП заканчивается, надо хилить и себя, и Варлока. Он там в прыжке накидывает на него боб. Все-таки спасает Варлока, но у самого уже бабла не будет. Бабл он тоже потратил, поэтому на самом-то деле для нас очень хорошая ситуация, что вот так вот противнички свои кнопки потратили. У Варлока заканчивается мана, то есть ему сейчас либо жертвовать ХПшкой, либо нужно как-то... Да, жертвовать ХП, все, забей, там просто Паладин улетел. Вместе с моим магом мы его добили уже, потому что бабла не было, сейвы закончились, ХП он себе не поднял. Такая забавная котеечка, забавная. Я, кстати, не понял, а как Паладин-то улетел? Кто его откинул и каким образом? Там у мага какое-то откидывание разве есть? А, это Defier, походу. В общем, вот так вот. И давай еще одну котеечку посмотрим. Против меня снова Варлок, снова Прист и, кстати, Unholy Decay. Не очень люблю я, конечно, да, на Анхолике играть вместе с Варлоками. Ну, просто потому что ты дотками мешаешь контролить. Фиры не работают, потому что сбиваются постоянно. И так далее. В общем, не хочется на Варлоке играть вместе с Анхоликом. Плюс, опять же, вражеский Варлок слишком как-то нагло и агрессивно выходит в центр. Тут я грипнул к себе Приста, чтобы по всем троим выдать немоту в моменте. А у меня мой Элем Шаман их всех откинул. Также в моменте. В общем, получилось забавно. Ну и я решил присесть на вражеского ДЦшника, потому что, скорее всего, здесь его будет убить проще, чем остальных. Я переагривал мою Гаргулью на него через пэта, но почему-то она не переагрилась. И после того, как я взорвал, уже этой возможности, ну, обратно переагрить нету. Это, кстати, печально. Мне не помогал мой Элем Шаман в моменте. Вот сейчас вот пришел, мы начинаем дальше пробивать, пытаться вражеского ДЦшника. У него уже нету тринкета, он тратит на себя зубы. Гаргуля в него не стреляет, потому что как я ее переагрю, нету питомца. Хек залетает, чтобы просто, опять же, время выиграть. Немота 3%, нормально добиваем вражеского Приста. Если бы сразу все пошло как по маслу, если бы Гаргуля била Приста, если бы мой Элем бил Приста, то победили бы быстрее. Но так получилось. Не знаю, на самом деле, как мы пробили Приста. Слишком уж он легко умирал. Видимо, не было достаточного количества реса у пацанчика. Поэтому так вот просто и быстро мы его убили даже второй раз, после того, как он захилил себе практически фулл хпшечку. Такая суета, народ, такая суета. Один в поле воин, остается дикей вражеский, но не в этот раз, не в этот раз.